Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам о своих впечатлениях от использования объектива Pentax 15 мм f4 Limited. Вообще название у него гораздо длиннее, но мне лень столько буквок озвучивать. Если вы давно смотрите мой канал, то могли уже, наверное, заметить, что я люблю продукцию Pentax. И это даже несмотря на то, что я вообще ненавижу и страшно хейчу зеркалки. И тут нет никакого противоречия, просто Pentax делает настолько интересные, забавные штуки, что, я готов смириться даже с такой вот ужасной вещью, как зеркало в конструкции их фотоаппаратов. Да и они такие староверы не потому, что не хотят развиваться, просто у них очень маленькая аудитория, очень маленький процент рынка, и нет огромных бюджетов для того, чтобы разработать полноценный, хороший новый байонет. Если бы они обладали большим количеством ресурсов, естественно, они бы уже давно сделали крутую беззеркалку, но на текущий момент, я так понимаю, видимо, они просто этого не могут. Но зато на их зеркальный байонет К за 40 лет его существования было создано просто огромное количество классной оптики. И в этом ряду особое место занимают объективы из серии Limited. Первый лим у них появился еще в пленочную эру в 1998 году. Это был 43 мм f1.9. Довольно, кстати, интересный объектив. Про него я в будущих роликах тоже, естественно, расскажу. Сегодня же мы поговорим о DA-объективе, то есть объективе, который рассчитан на APS-C формат, на крупнутые камеры. В 2004 году Pentax начал как раз расширять серию Limited, создавая объективы как раз для своих кропов. А наш герой был выпущен в 2009 году. Чем же таким особенные, чем же отличаются объективы из серии Limited от всех остальных объективов, которые существуют на рынке? Пожалуй, прежде всего тем, что они не укладываются в стандартные какие-то рамки классификаций. Но обычно как бывает? На самом низу существуют китовые объективы и какие-то недорогие базовые стекла. Киты, в общем, существуют только как временная такая затычка до того момента, когда ты не накопишь на что-то получше. Хотя Pentax и тут выделяется. Например, их китовый объектив 18-55 мм, темненький достаточно, f3.5, f5.6, как обычно у таких объективов, он довольно неплох. Он сделан достаточно качественно. У меня будет обзор на его VR-версию, но под базовыми недорогими объективами я подразумеваю какие-нибудь, там условные максимально пластмассовые полтинники с дыркой 1.8 и универсальные зумы, например, вот как у Canon 18-135 мм. Неплохое, в общем-то, стекло и недорогое в то же время. На высшей точке находятся дорогие профессиональные стекла со сложными оптическими схемами, большие, влагозащищенные, тяжелые, в общем, все, что у нас ассоциируется со словом профессиональный. Это, конечно же, зумы с дыркой f2.8 и очень светосильные какие-нибудь фиксы, типа с дырками 1.4 или даже 1.2. К подобным стеклам можно отнести объективы с красными колечками у Canon, G-Master серию у Sony или ту же звездочную серию, например, у Pentax. А посередине, как правило, находятся праймы. Это объективы, которые, естественно, гораздо более сложно сочиненные, гораздо более высокого качества, нежели базовые, но по сравнению с топовыми стеклами несколько упрощенные. Упрощения при этом бывают самые разные, бывают иногда даже и не очень значительные. То есть, например, может быть чуть поменьше светосила, отсутствие влагозащиты, пластиковый корпус. И многие подобные стекла, вот эти середнячки, они вполне могут конкурировать по качеству картинки с топовыми стеклами вообще без каких-то проблем. А серия Limited же, она не вписывается в описанные мною рамки. Номинально это, конечно, наверное, можно назвать было бы праймами, но это объективы высочайшего качества, сделанные с какой-то своей особой философией. Это, как правило, очень компактные, умеренно светосильные фиксы. Зум среди лимов, конечно, тоже есть, это 20-40 мм, но его мы в расчет не берем. Создаются такие объективы из материалов наилучшего качества и вручную. Но вместо того, чтобы сейчас тут все это расписывать словами, давайте я лучше объектив вам просто покажу. Естественно, корпус и вся конструкция у этого объектива из металла. Все детали подогнаны идеально, ничего здесь нигде не люфтит и не скрипит. Правда, как и у других лимов, здесь находится отверточный механизм, так что жужжание будет присутствовать уже со стороны тушки, когда отвертка будет его фокусировку осуществлять. Но, впрочем, это ширик, на который я снимал почти все время с диафрагмой от f8, так что из-за этого наводка на резкость требовалась крайне редко, ибо и так все было в резкости от метра до бесконечности. Замечательная крышечка металлическая у объектива откручивается.
Она же, когда ты ее открутишь, перестает фиксировать вот эту бленду выдвижную. Выдвижные бленды — это особенная тоже фишка лимов. Крышечка и бленда изнутри покрыты черным бархатом. Выпуклость самой линзы невелика. Сама она не крутится, так что можно нацепить легко светофильтры 49 мм. Вообще без проблем они надеваются. Единственное, что если ты будешь надевать полярик и при этом выдвинешь бленду, то не сможешь им никак управлять. Фокусировочное кольцо не покрыто какой-либо резиной. Оно чисто здесь ребристый металл. Ход у кольца не очень большой. Тут от 18 сантиметров до бесконечности, ну, наверное, меньше 90 градусов. При изменении дистанции фокусировки хоботок чуть-чуть выдвигается, и вот это колечко, которое я сейчас кручу фокусировочное, оно тоже крутится. С непривычки можно случайно взяться за него в этот момент. Кстати, традиционно у пентаксов нет необходимости переключать режим фокусировки с авто на мануал, чтобы довестись вручную. Просто после того, как уже осуществилась наводка автофокусом, сам это колечко докручиваешь как тебе нужно, если там какой-то промах произошел, что, кстати, редко бывает. Когда я использовал этот объектив впервые в обзоре на Pentax K01, мне он, честно говоря, не очень-то понравился. В прошлом году я его не слишком оценил высоко. Но, как оказалось, я его просто не раскусил. На самом деле у него лишь номинально рабочие диафрагмы, это f4 и f5.6. А по факту с прикрытием диафрагмы этот малыш набирает настоящей мощи. Сам же я недавно говорил, что ненавижу череду фоток какой-нибудь одной и той же вещи с одного и того же ракурса снятой, лишь для того, чтобы показать разницу в настройках. Но для того, чтобы получить эти примеры, я приложил чуть больше усилий, нежели просто сфотографировать стену соседнего здания или какой-нибудь забор. Я все же выехал за 150 километров от города и сфотографировал скалы, заросшие лишайниками. На f4 центральная часть кадра супер резкая, но к краям очень плохой становится. На f5.6 ситуация чуть улучшается. На f6.3 и f7.1 еще плавно становится лучше. А вот на f8 уже картинка выравнивается и становится до изнеможения, в хорошем смысле, резкой по всему кадру. На f10 самый кайф, и до f13 все просто замечательно. В общем, этот объектив условно применим на f5.6 и иногда на f7.1. Но все-таки его лучшие качества проявляются от f8 до f13. И для меня это не проблема, так как можно на прикрытой диафрагме снимать пейзажи и без штатива, не повышая ISO. Ведь у Pentax хороший стаб в тушках. Да и для стрита закрытая дырка только на пользу. Поняв изюминку этого стекла, я смог наконец получить от него настоящее удовольствие. Пейзажи на него получаются очень детализированные. Хроматических каких-то аберраций вообще практически не сыскать. То есть они, конечно, есть по самым краям кадра, но они настолько мизерные, настолько вообще малозаметные, настолько почти их нет, что можно сказать вообще, что их нет. Потому что поправить в один клик их на посте вообще не проблема. У объектива эквивалентное фокусное расстояние 22,5 мм, и от него можно было бы ожидать ярко выраженной дисторсии, но ее тоже практически нет. Дисторсия какая-либо бочкообразная исправлена очень хорошо, она очень минимальная какая-то есть. Наверное, лучше дисторсия исправлена только у лаового Zero D серии от Venus Optics. Все линии на снимках с этого объектива остаются прямыми, и поэтому он здорово подходит для съемки какой-нибудь архитектуры, как снаружи, так и изнутри. Единственное, что не нужно забывать исправлять трапециевидные искажения. Это все-таки широкоугольный объектив и не tilt-shift. Также объектив отлично держит контровой свет, каких-либо бликов при боковой засветке или прямом свете, попадающем на линзу, я не заметил. Хотя на том же 1530 f2.8 от Pentax, который на самом деле просто переделанный Tamron, я постоянно ловил блики. Но там линза очень сильно выпуклая, и при этом бленда не очень-то сильно справляется. Здесь же передняя линза не выпирает таким пузырем, при этом у стекла отличная
просветление. И при этом еще и бленда просто супер. Она покрыта изнутри бархатом и по форме своей отлично защищает от любых каких-то засветок. Так что контраст всегда получается просто отличный, даже немножко чрезмерный. Такое ощущение иногда, как будто ты полярик нацепил. Стрит-фотографию тоже на этот объектив весело снимать, потому что с таким фокусным расстоянием, да с такой постоянно прикрытой диафрагмой у тебя всегда все в резкости. Единственное, что, конечно, да, он все-таки широковат, и на подобном фокусном есть шанс захватить чего-то лишнего. Хотелось бы немножко поуже, мне привычнее больше 28 мм, но и на него у меня получались неплохие кадры. Также на него можно снять какой-нибудь и портрет в интерьере, например, чтобы показать и человека, и само обиталище, потому что тогда поместится все. Главное снимать с правильного ракурса, чтобы не исказить черты. А еще объектив довольно близко способен фокусироваться, всего лишь с 18 сантиметров. Это, конечно, не макро, но он достаточно солидно позволяет приблизиться к объектам съемки. Давайте подытожим. Я не жалею, что дал второй шанс этому объективу. Pentax 15 мм Limited. Очень интересная вещица с характером. Обуздать этот объектив насколько не получится, но если приложить немножко усилий, то ты будешь действительно вознагражден. Не могу, конечно, рекомендовать его всем и каждому как основной какой-то ширик, но мне с ним было приятно поиграться. Ну и я думаю, что благодаря своим компактным размерам, благодаря высокому качеству изготовления и отличной картинке, это стекло должно быть интересно все-таки довольно большому количеству энтузиастов. Ну а я надеюсь, что мой обзор был вам полезен, так что не забудьте поставить лайки и подписаться, а также напишите то, что вы думаете. Пока!